Сейчас деревня, в которой я выросла, можно считать практически вымершей. Молодежи почти нет, мои бывшие одноклассники, все 4 человека, давно разъехались. Слышала, школы и вовсе хотят закрыть. Некогда жилые дома стоят заброшенные и заросшие. Даже собаки едва ли лают. Едешь по центральной улице, а так тихо, хоть фильм про постапокалипсис снимай. Даже моей любимой качели шины над прудом теперь нет. Эх, скажу, что вспоминается мне мое детство почти всегда счастливым и беззаботным, что, честно говоря, немало меня удивляет, потому что если оставить позади ностальгию, много странностей тогда происходило. Не знаю, вернусь ли еще когда-нибудь. Очень хочу рассказать обо всем интересном, что со мной случалось за 30 лет жизни, пока мы с семьей не переехали. Можете считать это выдумкой, мне все равно. Просто хотелось хоть как-то это увековечить. Содержание. 1. Про яблоньки. 2. Про диван. 3. Про Настькину собаку. 4. Про похороны. 5. Про нас. Про яблоньки. Садика в деревне не было, так что до 7 лет я, как и мои сверстники, проводили дни в полной свободе на и тогда пустоватых улочках. Не то чтобы я являлась душой компании, но довольно регулярно собиралась с ребятами полазить на трубах, поиграть в догонялки и испытать прочие детские радости. Тогда мне было лет 5. Играли у края деревни рядом с каким-то заброшенным участком, огороженным поломанным забором. Внутри росли яблони, поэтому вся детвора обожала залезать туда, невзирая на густо поросшую траву, и забираться на деревья, чтобы перекусить. А я этих мелких кислых яблок не любила, так что ждала, пока остальные соберут, сколько смогут, и вылезут наружу. Уж не знаю, тот ли этот кусок забора из моих воспоминаний или нет, но вот сфоткала, когда в последний раз гуляла по знакомым местам на прощание. Дело в том, что один раз, пока я ждала друзей, то обходила этот участок кругом. О чем-то мое внимание привлекла дырка в заборе. Через такую же, но с другой стороны, дети и проходили внутрь, однако здесь можно было легко ободрать всю кожу мелкими ветками и крапивой. Далее. Воспоминания. Слышно, как на ветках болтают ребята. Хрустят яблоки, трава щекочет ноги в шлепанцах. А я смотрю на темноту и чувствую, как покрываюсь мурашками в теплый солнечный день. А потом в этой темноте тихо-тихо шебурша листвой показывается чисто белое лицо. Худое такое, будто безволосую кожу на череп натянули. Не помню, почему я не закричала, не убежала, вообще своих эмоций не помню. А это лицо со слишком маленькими для своих глазниц глазными яблоками улыбнулась морщинистыми губами, как старик. Продолжала смотреть, а я стояла и стояла. Неизвестно, чем все кончилось бы, когда это лицо стало двигаться из зарослей к забору. Ведь в тот же момент все оборвал крик ребенка и треск веток, а существо в секунду раскрыло черный рот в узкой улыбке и вползло обратно. Дальше я уже оказалась на другой стороне, у дороги, обеспокоенный за своих товарищей по играм. Один из них сорвался с дерева и упал, сломав руку. К этим яблоням нам лезть запретили. Про диван. Не помню, сколько мне было, ночь, фонарей в округе нет, в доме светиться нечему, темнота полнейшая. Проснулась невесть от чего с ужасно сухим горлом, вышла из комнаты, что я делила с бабушкой, оказалась в зале. Двигаюсь на ощупь, натыкаюсь на диван и ударяю мизинец. Щиплю, переживаю боль, а когда она стихает, слышу, как скрипит диван, как если бы на него кто-то сел. Поднимаю голову, и действительно, тень мужская вроде, короткостриженная, во всяком случае, голова на меня повернута. Я попятилась спиной, не отрывая от тени глаз, обратно к комнате. Дверной проем у нее закрывался только плотной занавеской, так что, зайдя внутрь, я получше ее расправила и побежала в кровать. Зарылась в одеяло, лежу не моргая. Бабушка мирно посапывает рядом. Диван снова заскрипел, раздались тихие шлепки ног по доскам пола, где заканчивался ковер, и остановились прямо перед занавеской. Опять же темно, разницы между открытыми и раскрытыми глазами не чувствуется, но я старательно пялилась на дверной проем, стараясь не обращать внимания на боль сухого горла. Интересного завершения у этой истории нет. В какой-то момент я заснула, проснулась на рассвете и больше ту тень никогда не видела.
Жуть разве что в том, что занавеска оказалась почти на четверть приоткрыта, а бабушка все так же спала, но это кто-то из домашних вполне мог заглянуть. Про Настькину собаку. К концу начальной школы лучшей своей подругой я определяла свою одноклассницу, девочку Настю. Много всего веселого с ней было. Жаль, что пути наши с ней после моего переезда оборвались. Она и сама уже куда-то уехала, кажется, беременная. Я к ней в гости ходила редко, и тогда мы обычно оставались в ее комнате, рисуя, играя в настолки, слушая песни, музыку. Однако однажды ее мама наказала Настьке сделать какое-то дело на заднем дворе, а я пошла за компанию. В какой-то момент Настя зашла в сарай, а я, устав глядеть на куриц, подошла ближе к пустой собачьей будке. По крайней мере, я решила, что она пустая, судя по валяющейся на земле цепи и по отсутствию лая, что давно бы огласила кругу, как только я вошла. Да и не говорила Настя мне никогда, что у них есть пес. Итак, будка оказалась не пустой. К счастью, на меня никто не накинулся и даже не лязнул зубами. Просто из темноты будки мирно показались человеческие ладони. Обычные ладони, в меру загорелые, с короткими ногтями. Я отошла на шажок и чуть согнулась, чтобы глянуть внутрь, ведь понимала, что в эту будку никак не вместится человек. Могла бы и не заглядывать. Вслед за руками спокойно высунулась собачья голова, большая, черная, лохматая. Пес мог бы быть очень милый, если бы не имел вместо лап человеческие руки. Уж не зная, что там с остальным телом, в темноте я не могла разглядеть даже чертаний. В этот момент из сарая вышла Настя и завопила. Я рефлекторно обернулась на нее, а сбоку пронеслось черное пятно, прыгнувшее куда-то в кусты. Понятное дело, никакого пса в будке уже не оказалось, зато обнаружилась дырка в заборе. А Настя на меня тогда сильно обиделась, хотя о случившемся мы с ней так никогда и не говорили. Про похороны. У этого дерева мы с ребятами однажды похоронили куклу. Покойницу предоставила я, сшив кривое тело, обрядив носовой платок и всунув его в шею в давным-давно отломанную, довольно внушительную голову какой-то настоящей куклы. До сих пор помню, как она несуразно выглядела. Собственно, эта история довольно обычная, но дорогая моему сердцу. Сначала мы куклу на этом самом дереве повесили, ведь нужно же как-то живую превратить в покойницу, а потом уже похоронили. Потом ребята говорили, что якобы видели силуэт мертвой куклы по ночам за оконными стеклами. Я, маленькая любительница всяких страшилок, посмеялась над ними и стала подливать масло в огонь, говоря, что кукла должна еще спеть песенку про кровь и зарезать их во сне. Короче, больше мне про свои страхи не рассказывали. И в похороны играть отказывались. Да и вообще, примерно тогда со всеми тремя детьми, что участвовали в игре, я прекратила общение из-за избегания с их стороны. Видно, их родители узнали про кукольные похороны и их зачинщицу и запретили со мной водиться. Только позже я узнала, что они тогда куклу выкопали и неизвестно куда дели. Надо думать, силуэт больше никто не видел. Про нас. Когда-то местный лесок, через который я постоянно срезала путь, цвел пышной зеленью и прекрасно себя чувствовал. Помню, как мы собирали там березовый сок. Сейчас же деревья стоят круглый год голые и неказистые. К сожалению, туда я так и не зашла, потому как не успела, так что не смогла сфотографировать котлован. Честно говоря, не знаю, правильно его так называть, но все всегда так говорили. Мне и Настке было где-то 12-13 лет, мы шли осенью со школы и общались о всяком. Она курила мамины тонкие сигареты, я шла сбоку так, чтобы на меня не попадал дым. Настя осталась моей лучшей, практически единственной подругой на тот момент. И вот когда мы проходили около котлована, Настя вдруг вздрогнула и замолчала. Я выглянула, чтобы увидеть предметы внимания. На другой стороне котлована неспешно шли мы, только маленькие с рюкзаками времен класса 3, пакетом для сменки свинкс, у Настеньки не обрезаны волосы. Я еще ношу смешные хвостики. Те мы тоже болтали, но расслышать о чем не удавалось. А потом маленькие мы замерли и медленно обернулись на нас настоящих. Я тогда удивилась. Ну точно, Надька третьеклашка, носик пуговка, челка штрих-код, удивленные глазки. А потом так же, как минуту назад, я рядом выглянул мой двойник.
На лице даже не глазницы, а черные неровные провалы с равными краями, как если бы ребенок монстру неаккуратно глаза нарисовал. Рот тоже, как у мини-Настики, раскрыт в удивлении, но вот только человеческая челюсть так сгибаться не умеет, это точно. Вдруг маленькая Настя разрыдалась, а маленькая я щелкнула шеей, чтобы посмотреть на нее, взяла ее за руку и убежала за деревья. Тут Настя рядом со мной выронила сигаретку, и я, испугавшись, что сейчас вспыхнет листва, стала топтать землю и ругаться на подругу. Второй раз за эту прогулку Настя не закуривала, просто ломанулась вместе со мной к выходу из лесочка. В общем-то, на этом все. Ничего особенно интересного. Знаю, никаких ответов, тайн или расследований. Я, честно признаться, не люблю задавать лишние вопросы, особенно к тому, что давно прошло. Последние пару лет проживания в деревне я отдалилась от школьных товарищей из-за разницы в интересах. Или они отдалились от меня. Они выросли, хотели отношений, курева и алкоголя, а я довольствовала жизнью в интернете. Ну а потом бабушка ушла на тот свет, мама вконец доконала вымирающей деревни и вечные ссоры сельчан с ней, в суть которых я не вникала. И мы переехали. Беззаботное детство осталось пережитой головой. Но сейчас мне как-то грустно, потому что за всю мою быструю прогулку, за весь день, что я провела в родном месте, мне на глаза не попалось никаких странностей. Знаю, звучу как самоубийца, но даже те жуткие моменты, которые я рассказывала, вызывают у меня в некотором роде ностальгию. За всю жизнь я подобного больше нигде не видела. А мне будто не хватало чего-то после переезда, может, вот чего. Может, я все-таки вернусь сюда еще раз.